Борщевик обыкновенный – это крупное травянистое растение. Это растение внешне похоже на нечто среднее между гигантской морковью и укропом, однако с огромными шершавыми листьями. Кое-где его высота достигает 2 метров и даже больше. Борщевик принадлежит к семейству зонтичных. Данное растение представляет собой род двухлетних либо многолетних травянистых растений, насчитывающий около 70 видов. Растение обладает мощной корневой системой и крепким стволом. Стебель покрыт жесткими волосами. Цветет он в первые месяцы лета. Его мелкие белые цветки собраны в большие зонтические соцветия. Семена созревают в июле-сентябре, легко осыпаются. Издавна борщевик использовали народные целители. Почему борщевик опасен? Растение борщевик, а именно его сок, может вызвать ожоги кожи. В составе всех частей борщевика содержится вещество фурокумарин, при контакте с которым возникают ожоги и повышенная чувствительность к солнечному свету. Самый страшный из них – это борщевик Сосновского. Именно он содержит огромное количество фурокумаринов, а его резкий дурманящий аромат способен вызвать аллергию. Самый обычный вид – сибирский, обыкновенный, менее опасен. Его заготавливают на корм скоту и применяют в лечебных целях. Кумарины в этих видах содержатся в меньших количествах, следовательно, и опасности для человека они представляют гораздо меньше. Прежде чем начать сбор борщевика, следует убедиться, что это не вредная его разновидность. В противном случае можно нанести серьезный вред своему здоровью. Но лучше и безопаснее будет, если купить это лекарственное сырье в аптеке. А лучший способ уберечься от ядовитого действия борщевика – избегать растения, не проходить через чащу, где растет растение, не пытаться его сорвать, не прикасаться кожей к сорванной или срезанной части растения, где проступает сок. Официальной медициной в качестве гомеопатического средства признан только борщевик обыкновенный. Для приготовления лекарственных средств используют молодые черешки, листья и корни. В состав борщевика входят аминокислоты, растительный белок, клетчатка, витамин С, дубильные вещества, эфирные масла, марганец, сахар и некоторые другие компоненты. Чем же полезен борщевик? Какие у него полезные свойства? Так как состав этого растения достаточно богат, его часто применяют в народной медицине. Растение обладает антисептическим, обезболивающим, противовоспалительным действием. Часто настой борщевика принимают при эпилепсии, нервных тиках, истериках и судорогах, как седативное средство. Отвары корней борщевика обыкновенно обладают желчегонным и кровоостанавливающим действием. Семена борщевика применяют в народной медицине как противовоспалительное, спазмолитическое и болеутоляющее средство. Велика польза борщевика для лечения различных кожных заболеваний. Он хорошо снимает воспаление, уменьшает боль и зуд. Благодаря лечебным свойствам можно вылечить гнойные раны, язвы, псориаз, экзему, грибок, а также зудящий дерматоз. Отвары корней борщевика обыкновенно рекомендуют пить от зубной боли при воспалении лимфоузлов. Отвары употребляют для приготовления примочек при чесотке, а также распаренные листья прикладывают в виде компрессов при суставных болях и ревматизме. Средства на основе борщевика хорошо помогают при расстройствах желудка и кишечника, улучшают аппетит. Отвары и настои рекомендуют для дезинфекции горла при ангине, стоматите и гингивите. Итак, рассмотрим основные рецепты. Чтобы сделать отвар, берут 1 столовую ложку измельченных корней, заливают стаканом воды и варят, пока 1/3 воды не выкипит. Потом остужают и процеживают. Принимают по 1 столовой ложке 4 раза в день. Отвар корней применяется при эпилепсии, неврозах, колитах, коликах в желудке и кишечнике. Наружно для лечения фурункулов, зудящих дерматозов. Чтобы сделать настой из листьев, заливают 1 столовую ложку стаканом кипятка, настаивают 2 часа, процеживают и пьют по 1 столовой ложке каждые 2 часа, принимают при поносах. Чтобы сделать спиртовую настойку, используется водка или разбавленный кипяченой водой спирт в пропорции 1 к 1. Жидкостью заливают 2-3 столовые ложки листьев или стеблей. Средство настаивается не менее 14 дней. Курс лечения настойкой не должен длиться больше 10 дней. Какие же противопоказания есть у этого растения? Перед употреблением лекарственных средств на основе борщевика желательно обязательно проконсультироваться у врача. Не рекомендуется принимать составы при гастрите, трещинах прямой кишки, геморрое. Следует с особой осторожностью употреблять борщевик, если артериальное давление неустойчиво. И все же, несмотря на такую устрашающую информацию об этом растении, люди могут извлечь из этого растения много полезного. В целительстве это растение всегда занимало важное место. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы. Всем хорошего самочувствия. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии.